Приветствую вас на своем канале. Кофемашина Jura ENA9. Видео будет относительно коротким. И мы рассмотрим только разборку корпуса аппарата для того, чтобы получить доступ к внутренним узлам для замены или ремонта. Постараемся сделать это все быстро и очень аккуратно. Давайте приступим. Сначала мы убираем все, что нам будет мешать. Снимаем поддоны. Убираем контейнеры для воды и убираем верхнюю крышку. Далее нам необходимо открутить вот эти два самореза. Отверточка Т-15. Снимаем эту накладку, ее проворачиваем. Снялась, держится, если видите, вот на таких зацепах. Откручиваем саморез. Нам необходим специальный ключ. Так, где он там? Саморез. И отщелкиваем верхнюю. Подняли. Далее мне надо будет положить аппарат на бок, чтобы не испортить панель, не поцарапать. Я положу полотенце. Но перед тем, как его уложить, я беру пластиковый съемник. И примерно в этом месте у нас расположен зацеп. Я отвожу корпус чуть-чуть. И вот таким образом вставляю зацепчик. Теперь ложим его на бок. Примерно в этом месте вставляем еще один инструмент для того, чтобы освободить зацеп в этом месте. И сталкиваем крышку. Вот сюда. Есть. Если у вас крепко держится крышка, и вы не можете ее сдернуть, примерно в этом месте вот он, можно вставить еще один разъемчик какой-то и просто его оттолкнуть. Мы получаем доступ к заварочному узлу. Как обычно, у нас все в кофе и в плесени. Далее я разворачиваю аппарат и повторяю процедуру точно так же. Вставляем в этом месте съемник, аппарат ложим. И стягиваем панель. Так. Все, я ее вставил и провернул. Мы получили доступ к бойлеру, к плате управления, помпе и другим узлам. Давайте я вам покажу по зацепам. Вот у нас как стоит панель. Вот один зацеп и нижний сюда. Этот сюда, этот сюда. По расстоянию примерно от края 6,5. Так вот скажем так. Этот 6,5. Здесь от края у нас получится
примерно 7,5. Это чтобы вам было проще искать их. Далее. Снимаем направляющий для кофе. Теперь нужно снять вот эту панель и вот эту. Мы берем съемник. И необходимо его вставить вот сюда. Вставляем, проворачиваем и снимаем. Вот у нас такие еще зацепы, частично уже обломанные, но какая-то часть еще осталась. И в этой части тоже вот такой держатель. Так, теперь нам нужно снять вот эту панель. Смотрите, ее надо чем-то слегка поддеть, очень тонким, либо такой ложечкой, либо какой-то очень тоненькой вот такой. Слегка подводим. И вот у нас кнопка есть. Мы нажимаем кнопку и приподняли. В этом месте слегка завели. Нажимаем на кнопку. Вот она. Приподняли. Все, панелька снимается. Давайте, чтобы неудобнее было. Сталкиваем ее. Таким образом. Здесь у нас вот зацепчики. Вот они. И здесь была вставлена, здесь и здесь. Так, теперь нам надо снять крышку, вот эту верхнюю. Мы открутим. Раз, два, три. Откручиваем. И крышку поднимаем. Аккуратно ее выводим здесь зацепов. Стараемся не выломать. Мы получили доступ. Так, стараемся не потерять эту деталь. Если она у вас спрыгнула и вы не знаете, как поставить, она ставится вот сюда, одевается. И она замыкает на крышку с кофе. Мы получили доступ к кофемолке. И теперь снимем заварочный узел. Для снятия заварочного узла нам понадобится открутить несколько саморезов. Здесь саморез. И сейчас найдем еще третий.
одной рукой неудобно. Я сейчас пытаюсь и на камеру вам показать, и дело сделать. И один саморез у нас аж вот он. Как бы его показать? Вот. Но там, если не ошибаюсь, у нас идет Т-20. Так. Снимем трубку. И достаем заварочный узел. Заварочный узел сняли. Я буду продолжать работать по аппарату. Буду приводить его в порядок. Все, что я хотел показать, в принципе, я показал. Если это видео вам пригодилось, ставьте лайк. Если вы не хотите пропустить что-нибудь еще интересное, ну и однозначно для вас полезное, подписывайтесь на канал. Я же на этом прощаюсь. Удачи, до свидания.